Мы живем здесь, в Хургаде, несмотря на то, что здесь страна мусульманская, нигде в магазины, если зайдете, вы не увидите нигде алкоголь, нигде здесь не продается. Но, тем не менее, это город туристический, и если в каких-то других городах вы не сможете встретить ни в каких кафе, ни в каких ресторанах, ни в каких магазинах не продают алкоголь, то в Хургаде это здесь есть, к сожалению. Во всех кафе, в ресторанах, ну не во всех, в египетских, конечно, нет, но в таких вот туристических местах вы можете найти все, что захотите из именно вот этих алкогольных напитков. И очень многие наши соотечественники сначала, приезжая сюда, думают, ну ладно, я как здесь вот красиво, все, море, солнце, пальмы, останусь здесь на месяц, потом, может быть, на зиму, потом, может быть, на год. И когда вот постоянно это тебя окружает, вот такая вот атмосфера отдыха, атмосфера праздника, можно так сказать, очень многие люди забываются. Время здесь течет так неспешно, что можно и потеряться во времени. Иногда те, которые не работают или не связаны ни с какими обязательствами, они иногда не знают, какой сегодня день, воскресенье, не воскресенье, понедельник, не понедельник, утро или вечер. Люди теряются. И многие, к сожалению, очень многие здесь живущих начинают налегать на алкогольные напитки. Я просто прожила уже сколько лет, уже 20 лет я прожила в Египте и видела многие ситуации, многих людей. И, к сожалению, видела даже тех людей, которые впоследствии потеряли свою жизнь именно на этой почве. Есть не обязательно это люди были алкоголиками, даже я знаю тех людей, которые случайно попробовали, их кто-то угостил, случайно попробовали какое-то питье, да, не очень хорошее, не очень хорошего качества или еще что-то, и человек уже к утру потерял зрение и потерял жизнь. И недавно, вот что меня навело на вот эту тему, просто не так давно у меня была ситуация, не очень приятная ситуация. Один человек, немец, работал здесь в хороших отелях, в таких как Штайгенбергер, других немецких отелях, занимал хорошую должность, у него была своя униформа, он жил много лет в Египте и время от времени снимал у меня квартиры, когда у него был отпуск. Он приезжал сюда в Хургаду, он работал где-то там за городом, в каких-то дальних отелях пятизвездочных. И приезжал сюда несколько дней, он здесь отдыхал. Ну, как отдыхал? По количеству бутылок после него, видимо, отдыхал очень хорошо, празднично. И вот спустя какое-то время этот человек оказался на улице. Как он оказался на улице? Видимо, потерял работу. Потерял работу, я не знаю из-за чего, видимо, из-за его образа жизни, потому что, наверное, он втянулся. И оказался он на улице, потому что у него, видимо, кто-то украл деньги, или куда-то у него потерялись деньги, или у него вообще их не было, и он просто сказал, что у него украли. Но факт то, что он оказался на улице, ему негде было даже ночевать. Мой муж, он предложил, чтобы он переночевал в одной из наших квартир, чтобы привел себя в порядок. И единственная цель была, чтобы он привел себя в порядок и пошел искать работу. То есть записывался на интервью и шел искать работу. И он так и сказал, что дайте мне недельку, я за недельку приведу себя в порядок, и я найду работу, и потом уже расплачусь. Прошла неделька, прошла вторая, прошло уже 18 дней, и каждый раз у него были какие-то обещания, он говорил, что вот уже у меня, я уже получаю униформу, вот мне уже заплатили зарплату, вот мне передали деньги, я заплачу. Если честно, я не верила, что так оно и есть, потому что обычно, когда человек тебе говорит правду, он так себя не ведет.
но не так он не ведет он себя. В общем, все вот эти его вот эти вот слова, когда он говорил голосовыми сообщениями, я понимала, что он пьяный, просто он пьяный и говорит в пьяном виде. И когда я пришла рано утром, просто не оставила мне выхода, и я сказала, ну все, давай выселяемся. Я думаю, что этого срока было тебе достаточно, найти себе работу или как-то там устроиться. Мы тебе дали возможность такую. Мало того, что он там себе кого-то заселил, в эту нашу квартиру он был там не один. Первое, второе, квартира была просто в ужасном состоянии. Вот все, что только можно было вот так вот перевернуть, и картины висели вот так, и все постельное белье было такое, в таком вот, как будто целый взвод бомжей там прожил в этой квартире. И что самое обидное, вся квартира была в бутылках. Просто, я не знаю, несметное количество этих бутылок. Он просто все эти дни тупо пробухал там. И когда он открыл дверь, я просто его не узнала. Это был человек уже вот полностью деградировавший, у которой трясся, у него вот трясучка была во всем. Он просто не мог разговаривать, потому что у него ноги, руки тряслись, голова тряслась. Он, короче, вот в таком вот состоянии. И я говорю, что я ему сказала, что мы тебе дали шанс. Хотя бы вот проявил бы благодарность, оставил бы квартиру чистую, нашел бы себе работу. А так вот я поняла, я сделала для себя определенный вывод. Мы тоже учимся, да. Вот то, что я сделала, это не было с моей стороны добром каким-то. Это просто была, я называю это медвежья услуга. Вместо того, что человек активизировался, пошел что-то искать, какую-то работу, правда, действительно, любую уже, да, чтобы выкарабкаться из этого дна, он опустился на это дно еще глубже. Я не знаю, где он, что с ним, но, по крайней мере, деньги, конечно, он мне не вернет, это я уже смирилась с этим. Но факт тот, что мне просто было больно наблюдать вот эту деградацию. Из такой хорошей работы, из такой хорошей должности человек опустился вот ниже плинтуса. Вообще, никто, конечно, его на работу не возьмет. Меня удивляет, почему они не уезжают отсюда. Почему все эти люди, которые вот уже потеряли, ну все, себя, свою личность потеряли, почему они все еще держатся за этот Египет? Потому что здесь тепло, видимо, он получает там какое-то пособие или что-то, кто-то ему это присылает пособие, что он может на него жить. Ну, я не знаю. Ну и, к сожалению, такой случай не единичный. Я даже знаю, что есть вот женщины некоторые из наших там стран, которые занимали очень хорошие должности, у них была прекрасная работа, были квартиры, и когда-то они переехали сюда, может быть, как туристы, может быть, даже купили недвижимость здесь. Но со временем настолько их захватила вот эта вот жизнь. Мне кажется, дело все в том, что у человека просто нет цели. Либо нет цели, либо вот настолько человек слабовольный. Потому что вначале, когда ты приезжаешь в Хургаду, в Египет, тебе вообще не надо себя ничем радовать, вообще никак себе не надо поднимать настроение. Здесь настолько вот сама атмосфера, солнце, вот эти солнечные лучи, витамины, овощи, фрукты, море, оно само по себе поднимает настроение. Никакого другого стимула здесь не нужно. Но со временем, может быть, это приедается, может быть, человек начинает скучать. Ну, я не знаю, что тут скучать. Идите учите арабский. Здесь есть школа арабского языка. Очень многие мои знакомые ходят туда по несколько месяцев. Можно год туда ходить и учить арабский, совершенствовать арабский. Ну, еще как-то чем-то себя занять. У кого-то есть цель. Но вот те люди, у которых, к сожалению, цели нет, еще я тоже встречала одного немца, он такой был, очень такой упитанный такой, он очень высокий,
ходил постоянно на море, у него была хорошая маска, хорошее вот оборудование для подводного, ну, для плавания, чтобы смотреть вот этих рыбок. Очень часто его видела на море, а сейчас, спустя несколько лет, я его увидела, и я просто не поверила своим глазам. Он шел худой, вот такой вот худой, из такого вот крепкого мужчины, большого такого мужчины, он превратился в такого худого, высокого мужчину и в лохмотьях. Он шел просто в невообразимых лохмотьях. Я подумала, вот что, не знаю, я не знаю всю его жизнь, его судьбу, я не знаю. Но просто вот мне интересно, как люди до такого доходят. Как доходят женщины некоторые, потому что женщины вот так вот теряют себя. Многие из них имели даже свой бизнес здесь. А постепенно просто как-то жизнь этих людей катится. Ну, мне кажется, там, если у вас возник какой-то такой звонок, что вам становится скучно, и вы начинаете все больше и больше сидеть в этих кафешках, где продают алкоголь, просто перестаньте, просто прекратите это. Просто нужно как-то поменять свою эту привычку. А любую привычку, любую совершенно привычку, хоть говорят, что нет, если человек втянулся, его же оттуда из этого болота не вытащить. Вытащить. Просто человеку нужно взять себя в руки и понять раз и навсегда, что это ему мешает, и утягивает его в какое-то болото. Просто взять и вытащить себя. Разные способы для этого есть. В интернете поищите, есть какие-то курсы там или еще что-то такое. Но человек может это прекратить. Но очень многие люди, проблема их в том, что они не воспринимают это как, не осознают это и не признают это. Вот есть некоторые наши знаменитые личности, ну не буду говорить, и так все знают, они просто говорят, нет, у меня нету такой проблемы, я просто захочу и брошу в любой момент. Но захочу и брошу, нет, такого не будет. Просто человек еще на пути к тому, чтобы признать, да, у меня есть эта проблема. Если он признал, это первый очень важный шаг, а потом уже второй шаг начать с этим бороться. Пока человек это не признал, он так и будет продолжать. И в конце концов он закончит очень плохо. Закончит очень даже, вероятно, в морге. Потому что очень многие люди жарко, сердце, что-то может быть некачественный какой-то алкоголь. И человека находят в квартире у себя. Одна знакомая рассказывала, у нее один мужчина был знакомый, который говорит, настолько хороший человек, вот настолько прекрасный человек, но пьет, постоянно пьет. И я, говорит, боюсь, что когда-нибудь в один прекрасный день, не прекрасный, конечно, мы его найдем уже на полу где-нибудь. И так и случилось. Так и случилось, человек потерял жизнь. Ну, потом, конечно, хорошо еще просто у него были знакомые, которые навещали его. А так некоторые такие люди, они растеряют всех знакомых своих, начинают в одиночку это делать, начинают закрываться, от других не отвечают. И поэтому иногда просто тихонечко умирают, уходят из жизни. Вот. И хорошо, что вот эти люди просто постучались его и говорит, ну что такое, ни вчера, ни сегодня не открывал нигде, давайте ломать дверь, вызывают полицию и находят человека в квартире. Ну, потом, если у него есть родственники уже вывозят отсюда людей. Но дело в том, что когда эти люди думают, что никто не понимает, что происходит, они очень сильно ошибаются. Даже если такой человек пишет в Фейсбуке, очень все понятно по его комментариям, по его высказываниям. Очень понятно. Даже люди говорят, иди проспись, ну, человеку. Хотя никто его не видит. Он просто там себе пишет. Иногда у него даже там слова вот так вот путаются, даже написать нормально не может. И уже все поняли, что понятно, у человека вот такое вот состояние, и он уже себя просто не может контролировать. К сожалению, такое есть. И все замечают, кроме него самого, к сожалению. Потому что этим людям кажется, что никто ничего не видит, не замечает.
Ну вот, казалось бы, да, здесь уже нечего, некоторым вот нечего здесь делать, нечего ловить уже, такая уже наступила деградация, но, тем не менее, эти люди отсюда не уезжают, вот не вытащишь краном, ни подъемным никаким, ни на каком тросе не вытащишь отсюда этих людей. Почему? Вот кажется, почему? Там у тебя есть квартира, там, но не всегда там есть квартира. Многие убежали от каких-то кредитов, у многих там может быть какие-то проблемы. И они, стремясь приехать сюда, хотели как раз и убежать от себя. Но когда поняли, что все это сидит внутри, и от себя ты никуда не убежишь, то возвращаться смысла нет. А здесь тепло. Здесь вон на лавочках даже некоторые спят, там под лодкой спят. Даже вот этот же немец, он говорит, я ночевал вот в том недостроенном здании. Постелил себе там какую-то тряпочку, укрылся второй тряпочкой и спал там. Целую неделю он там прожил в этом заброшенном здании. Я говорю, почему ты не едешь к себе домой? У тебя есть, наверное, пособие там и какие-то, скорее всего, родственники. Нет, мне здесь хорошо, я здесь уже привык, я здесь найду себе работу. Ну, это он уже мечтает, потому что вряд ли он найдет уже в таком состоянии работу. Работодатели тоже не дураки, они видят, что у человека такая трясучка, что он уже себя не контролирует. То ему надо подлечиться сначала, а потом уже начинать жизнь сначала. А в Хургаде здесь масса возможностей, на самом деле масса возможностей. Здесь, если вы себя возьмете в руки и займетесь какими-то делами, вот каким-то любимым делом, здесь очень многие себя находят. Кто-то готовит, кто-то шьет, кто-то еще что-то. Без дела, конечно, трудно. Некоторым и без дела нормально получается. Они говорят, ну мы для этого сюда и приехали, чтобы отдыхать, ни о чем не думать, ни о чем не заботиться. И даже еще вот, как ни странно, вот такой фактор, как не надо зимнюю одежду себе покупать, и не надо себя, вот у этого немца, вот ты не представляешь, просто маленький чемоданчик. Вот такой вот маленький чемоданчик, где у него там 2 футболки, ну там какое-то белье, и все. И больше ему ничего, и пара шорт, и больше ему ничего не надо. Вот с этим вот и люди живут. А там у нас нужно за отопление платить, там нужно одежду себе зимнюю покупать, какие-то там шубы себе, шапки и так далее. Это, конечно, сложно уже. Ну, вывод хочется сделать такой после всего этого. Хургада очень может прекрасно стать новым стартом, перезагрузки, началом новой жизни. Вот если вы, допустим, захотели все поменять, но не тащите с собой вот этот груз ваших проблем, внутренних проблем, потому что, несмотря на то, что Хургада может вас поменять, вашу жизнь к лучшему, но и может поломать вас, если вы идете на поводу своих вот каких-то неправильных желаний. Поэтому думайте, замечайте какие-то свои звоночки и старайтесь жить так, чтобы вам самому было жить интересно, а не терять себя.